Нередко молодые девушки и парни задумываются о карьере в порноиндустрии, думая о том, что, получая сексуальное удовольствие, они будут зарабатывать при этом большие деньги и жить роскошной жизнью. Но так ли это на самом деле? В действительности жизнь большинства знаменитостей порноиндустрии заканчивается в довольно раннем возрасте по разным причинам, основной из которых является глубокая депрессия и психологические осложнения. 7 декабря 2017 года стало известно о жутком суициде американской порнозвезды Агасты Эймс. Девушка покончила с собой, не выдержав травли в сети. Новость о смерти актрисы облетела мировые таблоиды. При этом напомнила журналистам, что это далеко не первая звезда фильмов для взрослых, которая сводит счеты с жизнью. В 1994 году актриса Шеннон Мишель была найдена мертвой в собственной квартире. По одной из версий следствия, девушка покончила с собой из-за долгов, наркозависимости и неудачных отношений с мужчинами. После того, как 32-летняя актриса Карен Ланком снялась в одной из картин под настоящим именем, она твердо решила завязать с работой в порноиндустрии. В интервью Ланком признавалась, что хочет большой и чистой любви. Мечтает о семье, подумывает серьезно заняться музыкой. Однако вместо всего этого в 2005 году женщина покончила жизнь самоубийством в парижской квартире своих друзей. В июне 2010 года актера Стивена Кленси уволили и попросили освободить помещение студии в Лос-Анджелесе, где он проживал. Малоприятный поворот в жизни привел 34-летнюю знаменитость в бешенство. Он набросился на своих коллег с мечом, зарубив насмерть одного из них. Следующие несколько дней Кленси скрывался от полиции, но когда его нашли, актер предпочел умереть. После публикации одного из своих роликов в сети 19-летняя актриса Алиса Функе стала получать письма с оскорблениями, угрозами и даже сексуальными домогательствами. При этом адресовали их знаменитости письма ее же однокурсники и бывшие одноклассники. Актриса пыталась иронизировать над хейтерами и якобы не обращала на них внимания. Однако дальше дело приняло совсем иной оборот. В апреле 2014 года девушка покончила с собой. В декабре 2015 года свести счеты с жизнью решил 20-летний актер гей-порно Константи Марайтис, в картинах игравший под псевдонимом Дмитрий Кейн. Насколько известно, последние несколько месяцев Марайтис лечился от наркозависимости. 35-летний французский актер гей-порно Уилфрид Найт свел счеты с жизнью после смерти своего супруга. Мужчина совершил суицид в одной из гостиниц Канады, где 7 лет назад сыграл свадьбу со своим бойфрендом Джерри Энрикесом. Наташа Вега Шеннон Энн Вёцель. В индустрию она пришла еще в 2011 году, будучи совсем юной. Очаровательная старлетка быстро завоевала популярность и любовь зрителей. Поклонники, титулы, премии, награды, контракты с лучшими студиями. У звезды было все. Однако друзья Веги признались, что девушка долгое время страдала от наркотической зависимости. В возрасте 25 лет она умерла от передозировки наркотиков. Белла Близ Британи Мари Глиз была известна в индустрии своими пышными формами и огненным темпераментом. Она экспериментировала с различными жанрами порно и медленно, но верно двигалась к вершине, однако в дело снова вмешались наркотики. Что происходило в душе этой девушки? Действительно ли она получала удовольствие от своей работы? Неизвестно. Ее жизнь трагически оборвалась в 30 лет. Причина смерти – передозировка. Эмбер Рейн Амбросия Ранкин. В юные годы Эмбер подрабатывала в массовке и на телевизионных шоу, но в 2005 году дебютировала в порно. Карьера девушки складывалась вполне успешно. Ей удалось заполучить несколько престижных наград. Однако на пике своей карьеры актриса угодила в скандал. Она обвинила порнозвезду Джеймса Дина в изнасиловании. Позже, если верить источникам, конфликт был исчерпан, и актеры даже остались друзьями. У Рэй были рак матки в ремиссии и неходжкинская лимфома 3-й стадии. Но умерла она от случайной передозировки кокаина в возрасте 31 года.
Карла Май Эйми Спенсер. Смерть этой актрисы поистине загадочна. Она случайно выпала из окна, провела больше недели в коме и в конце концов скончалась. А где загадка? Далеко не все уверены в том, что Карла выпала случайно. До сих пор существует версия, согласно которой девушку вытолкнули из окна намеренно. Кроме того, вскрытие обнаружило в теле девушки кокаин и кетамин. Что же происходило за несколько часов до того, как девушка выпала из окна, и кто находился с ней рядом, мы уже не узнаем. Карле едва исполнилось 30. Лани Эванс Саша Дэвис. Актриса умерла в канун Нового года, будучи 26-летней. Семья девушки отказывается сообщать о причинах ее скоропостижной смерти. Возможно, Лани умерла по постыдным причинам вроде алкоголя и наркотиков. Или же близкие просто не хотят раздувать из трагедии сенсацию. Что ж, в любом случае, жаль, что Лани умерла такой молодой. Рокси Николь Шеннон Николь Хартман. Эта девчушка из Калифорнии прославилась в индустрии благодаря сценам межрасового порно. Однако карьера Рокси была недолгой. Она умерла в 22 года. Причиной смерти стала передозировка героина. Агаст Эймс Мерседес Гробовски. У Агаст были любящий муж, блестящая карьера и успешная жизнь, но все разрушил один единственный твит. Когда Эймс написала, что не хочет сниматься с актерами, задействованными в гей-порно, на нее обрушился шквал негатива. Девушку буквально затравили. Агаст пыталась оправдаться. Она объясняла, что к ЛГБТ-сообществу относится хорошо, но боится СПИДа, однако ее никто не слушал. В последнем своем твите девушка послала всех к черту. Вскоре 23-летнюю актрису обнаружили висящей в петле. Этот список мы можем продолжать еще очень долго, потому что подобных смертей в порноиндустрии насчитывается тысячи. Юным девушкам в индустрии непросто, особенно если это их первая работа. Жестокая конкуренция толкает их на съемки в сценах, в которых приходится многое делать против воли. Раньше девушки сначала снимались в сценах, где ублажали себя сами, затем с другими девушками, потом с мужчинами, а уже затем в анальном порно. И старались как можно дольше задержаться на каждом из этапов. Теперь девочек заставляют сниматься с мужчинами на 3-й неделе работы, а через 3 месяца могут вообще выкинуть из индустрии. Еще одна причина гибели девушек – социальные сети. Они их прославили, они же и убили. Из-за потребительского отношения к порноактрисам вся индустрия переживает кризис, а актеры страдают от депрессии. Зачастую порноактеры сознают, что у них началась депрессия, но не могут обратиться к психотерапевтам по целому ряду причин. Основная проблема в том, что большинство профессиональных врачей разделяет предрассудки обычных людей. Что касается психологов и психотерапевтов, с ними ситуация еще хуже. Они считают, что зависимость от секса – это плохо, а порно разрушительно влияет на нашу культуру. К тому же у многих порноактеров не хватает денег на терапию, они тратят их на борьбу с венерическими заболеваниями и регулярные посещения гинеколога. Актрисы обязаны проходить обследование 2 раза в месяц. Как правило, порностудии не предоставляют им медицинскую страховку. Зачастую психотерапевты относятся к их работе как к одному из симптомов.